Итак, в первую очередь я хочу прочитать книгу Карлоса Руиса Сафона «Тень ветра». До этого я читала его книгу «Марина», и она стала одной из моих самых-самых любимых книг. Поэтому я хочу продолжить знакомство с творчеством этого автора, что я и сделаю в этом месяце. И следующая книга, которую я планирую прочитать в этом месяце, стала для меня подарком. Это книга Рэя Брэдбери «У нас всегда будет Париж». Я ее получила, когда участвовала в «Тайном Санте». Я раньше, на самом деле, читала книги Рэя Брэдбери. Я читала его «451 градус по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков». И, к сожалению, не могу сказать, что мне очень понравились произведения этого автора, но «У нас всегда будет Париж» — это сборник рассказов. Поэтому, думаю, будет интересно познакомиться с новым форматом Рэя Брэдбери. Также в этом месяце я планирую прослушать аудиокнигу Халида Хоссейни «Тысяча сияющих солнц». Раньше я уже читала произведения этого автора, и мое знакомство с ним началось с книги «Бегущий за ветром». И мне очень понравилась эта книга, несмотря на то, что она безумно грустная, и очень часто хотелось плакать, когда я ее читала. Но мне нравятся такие правдивые рассказы о людских судьбах, что-то меня в них трогает. Люблю такую литературу, поэтому буду слушать «Тысячу сияющих солнц». Кстати, аудиокниги я предпочитаю слушать через беспроводные наушники, потому что они действительно дают свободу действий. Я могу готовить, заниматься чем-то другим. Мой телефон может находиться в рюкзаке, он может находиться в другой комнате. Я все равно могу слушать аудиокниги, поэтому просто вот обожаю эту вещь. Сегодня 7 января, перед сном я начинаю читать книгу Карлоса Руиса Сафона «Тень ветра». Ну что, прочитала я 30 страниц. Интересно. Все, пора спать. Ребята, всем привет! Сделаю небольшой апгрейд своего читательского дневника, потому что сегодня уже 10 января. И за это время я успела дослушать аудиокнигу Халида Хоссейни «Тысяча сияющих солнц». Мне очень понравилась эта аудиокнига. Она рассказывает историю двух девушек, которые воспитывались в абсолютно разных семьях, у которых по-разному сложилась судьба. В этой книге описывается война в Афганистане, потому что на именно этот период приходится события, роман. И именно из-за этого очень много трагических событий происходит, судьбы героинь меняются просто на глазах, никакой предсказуемости в сюжете нет. И, конечно же, прекрасная работа автора проделана, все описано очень живо, очень ярко прорисованы персонажи, поэтому эту книгу я очень советую прочитать. Еще я прочитала уже 100 страниц книги «Тень ветра». Могу сказать, что история действительно завораживающая, немножко таинственная и магическая. Думаю, про нее я расскажу вам поподробнее чуть позже, но какая-то интрига уже завязалась, что будет дальше, интересно узнать. Сегодня 17 января, я прочитала уже 320 страниц «Тени ветра». Такая захватывающая история, просто потрясающая. Ее очень сложно прекратить читать, когда начинаешь. И, кстати, очень символично. Действие книги происходит в Барселоне, и эту закладку мне прислала девочка, когда она ездила в Барселону. Еще одна книга, которую мне привезли, которую я планирую прочитать в скором времени, называется «Законы человеческой природы». Эта книга еще не переведена на русский язык, и ее посоветовали мне в книжном магазине, когда я спрашивала про книгу «Тонкое искусство пофигизма». Сказали, что вот это будет лучше и интереснее. Так что посмотрим, правда или нет. Всем привет! Уже начало февраля, и настало время подвести книжные итоги января. В этом блокнотике все мое планирование, в том числе в плане того, что касается книг. И я всегда записываю, какие книги я читаю за месяц и за год. И здесь вы можете видеть, что я выполнила свой план. Я прослушала аудиокнигу «Тысяча сияющих солнц», дочитала «Тень ветра» и успела за пару дней прочитать сборник рассказов «У нас всегда будет Париж». Теперь я хочу поделиться своими впечатлениями о книге «Тень ветра» Карлоса Руиса Сафона.
Мне эта книга безумно понравилась. Я говорила об этом раньше и скажу еще раз, она очень захватывающая, от нее невозможно оторваться. В чем вообще книга «Тень ветра» Карлоса Руиса Зафона? История начинается с того, что отец отводит своего сына в одно загадочное и таинственное место в Барселоне, которое называется «Кладбище забытых книг». Там его сын находит книгу малоизвестного испанского автора Хулиана Каракса, которая называется «Тень ветра». Он начинает ее читать, и он буквально проглатывает книгу за день. Ему становится интересно, что же это за автор, почему у него такая захватывающая книга, и он так потрясающе пишет, и никто о нем не знает. Так начинается все самое интересное в книге. Что мне еще очень понравилось в этой книге, так это комбинация в одном произведении самых разных жанров. Там есть и триллер, и элементы фантастики, и элементы нуара и мистики, там есть драма, мелодрама, там есть романтическая линия и составляющая. Поэтому читать эту книгу безумно интересно. И приятный бонус для тех, кто будет читать или прочитает эту книгу, кому она понравится. Оказывается, что есть серия книг. Первая — это «Тень ветра», потом идет «Игра ангела» и «Узник неба», то есть это как трилогия. Но оказывается, что недавно Карлос Руис Зафон выпустил 4-ю книгу в дополнение к предыдущим 3, в которой он как бы раскрывает все загадки и ключи, оставленных в предыдущих 3 книгах, которые первоначально составляли трилогию. Так что интересно. И, пожалуй, скажу пару слов про книгу Рэя Брэдбери «У нас всегда будет Париж». Как я говорила раньше, это сборник рассказов Рэя Брэдбери. Мне понравилось в целом. На самом деле, некоторые рассказы были непонятны для меня, я не смогла уловить их главную мысль, но те, которые я смогла понять, были очень увлекательными, забавными и написаны очень необычным языком, и за основу его рассказов он берет необычные фантастические истории. Например, один из рассказов был посвящен собаке, которая в больнице принимала исповедь у умирающих людей вместо священников, которых это приводило в ярость. Или, например, про полет людей на Марс и их чувство одиночества вдали от Земли, как в итоге, очень оригинально, с этим они справляются. То есть все рассказы очень необычные, книга читается очень быстро. В целом, я советую прочитать эту книгу, особенно тем, кто любит и знаком с творчеством Рэя Брэдбери, и тем, кто читал его романы, чтобы посмотреть, что он представляет из себя как рассказчик. Ну вот и все. Месяц подошел к концу. Я очень рада, что смогла прочитать и прослушать все запланированные книги за этот месяц. В следующем месяце тоже планирую прочитать и послушать около 3-4 книг. А какие, вы узнаете в следующем видео. Всем пока!